Ясный августовский день 1942 года. Жители тихой калифорнийской окраины поднимают глаза к небу и видят, как прямо на их дома, медленно, словно гигантский серый кит, опускается военный дирижабль. Он задевает крыши, сносит провода и, наконец, тяжело рушится прямо посреди жилой улицы. К месту падения бегут испуганные люди. Дверь кабины распахнута. Внутри все работает. Радиоприемник шипит на нужной волне. Навигационные карты аккуратно разложены. Двигатели исправны. А на креслах лежат нетронутые парашюты. Нет только одного — пилотов. Два опытных лейтенанта американского флота просто испарились из закрытой кабины прямо посреди белого дня, находясь в нескольких милях от берега. Эта история мгновенно попала под гриф «совершенно секретно». Правительство пыталось списать все на несчастный случай, но детали этого дела до сих пор заставляют экспертов заходить в тупик. Что произошло на борту призрачного рейса? Открываем файл 112. Август 42-го. Америка уже вовсю воюет после Перл-Харбора. У побережья Калифорнии паника. Все боятся японских подводных лодок, которые могут атаковать американские конвои. Для охраны залива военно-морские силы используют дирижабли класса «Л». Это были маневренные, надежные машины, идеальные глаза для поиска субмарин с воздуха. Утром 16 августа дирижабль с бортовым номером Л-8 готовили к обычному вылету. Задача простая — пролететь над океаном, осмотреть фарватер и вернуться. Экипаж — 2 мужчин. Лейтенант Эрнест Коди и энсин Чарльз Адамс. Настоящие профессионалы. Коди — командир корабля, спокойный, педантичный пилот с огромным налетом. Адамс — его правая рука. Они знали эту машину как свои 5 пальцев. В 6:03 утра Л-8 плавно оторвался от земли и взял курс на острова Фараллам. Погода стояла отличная, видимость идеальная. Ничто не предвещало аномалии. Но этот полет станет для них последним. Первые 1,5 часа полет проходил в штатном режиме. Пилоты регулярно выходили на связь, докладывая координаты. Но в 7:42 утра голос Эрнеста Коди в радиоэфире изменился. Он звучал сосредоточенно. Командир передал. Обнаружили подозрительное масляное пятно на воде. Идем на сближение, чтобы проверить. Масляный след в океане в то время означал только одно. Где-то внизу, под толщей воды, может прятаться вражеская подводная лодка. Дирижабль Л-8 снизился до 30 метров и начал кружить над этим местом. Это перемещение видели свидетели. Экипаж проходившего мимо либерийского сухогруза и команда рыбацкого судна отчетливо наблюдали, как дирижабль сделал 2 круга над пятном. Свидетели утверждали, они видели пилотов в окнах гондолы. Все выглядело абсолютно нормально. В 8:20 Л-8 сбросил сигнальную ракету и начал набирать высоту, уходя в сторону берега. Это был последний раз, когда Коди и Адамса видели живыми. Больше на связь они не вышли. На запросы базы глухое, леденящее душу молчание. Прошел час. На базе Treasure-Island начали бить тревогу. В воздух подняли поисковые самолеты, но то, что случилось дальше, не поддавалось никакой логике. Около 11 часов утра Л-8 показался у береговой линии. Но он вел себя странно. Дирижабль шел со сдутым носовым элементом, его оболочка была деформирована, а двигатели молчали. Сильный прибрежный ветер просто гнал огромный баллон, куда вздумается. Сначала он ударился о холмистый пляж, сбросив одну из глубинных бомб, к счастью, она не взорвалась. От удара Л-8 подбросило вверх, и он полетел дальше, вглубь материка, прямо на жилые кварталы Дейли-Сити. Наконец, зацепив линию электропередач, дирижабль рухнул на улицу Бельвью. Местные жители бросились к гондоле,
ожидая увидеть раненых пилотов, которым нужна срочная помощь. Офицер полиции, прибывший первым, рванул на себя дверь кабины и застыл в недоумении. Кабина была пуста. Военные следователи, прибывшие на место крушения, перерыли каждый сантиметр гондолы Л-8. То, что они обнаружили, только добавило вопросов. Во-первых, дирижабль был полностью исправен. Да, оболочка немного сдулась, но это произошло из-за автоматического сброса давления при резком подъеме на большую высоту. Горючего в баках оставалось еще на несколько часов полета. Во-вторых, все спасательное снаряжение было на месте. Парашюты аккуратно висели за спинками кресел. Надувной спасательный плот лежал на своем законном месте. Если бы пилоты решили экстренно покинуть борт, они бы обязательно взяли их с собой. В-третьих, личные вещи. Фуражки офицеров лежали на панели управления. На месте был даже секретный портфель с шифровальными кодами, который пилоты при любой угрозе обязаны были уничтожить или забрать. Единственное, что указывало на нештатную ситуацию – открытая входная дверь. Стальная цепочка-ограничитель, которая обычно перекрывала дверной проем во время полета, была аккуратно откинута. 2 человека просто исчезли. Без парашютов, без лодки, среди белого дня. Следствие зашло в тупик, и дело быстро засекретили. Но историки и независимые исследователи до сих пор бьются над 3 основными версиями. Версия первая. Японский плен. Сторонники этой теории считают, что когда Л-8 снизился к масляному пятну, японская подводная лодка тайно всплыла. Японцы якобы смогли бесшумно снять пилотов с низколетящего дирижабля, чтобы захватить секретные шифры, после чего погрузились обратно. Но эта версия рушится о показания свидетелей с кораблей. Они не видели никакой субмарины, а сам дирижабль не имел никаких следов обстрела или борьбы. Версия вторая. Трагическая случайность. Самая официальная и правдоподобная гипотеза. Во время осмотра масляного пятна один из пилотов решил получше рассмотреть воду или закрепить соскочивший трос. Он открыл дверь, потерял равновесие и выпал наружу. Второй пилот бросился ему на помощь, попытался поймать товарища, но не удержался и тоже полетел вниз. Океан в тот день был холодным, а высота по миде – 30 метров. Падение с такой высоты в воду – это верная смерть. Но у этой версии есть огромная брешь. Дирижабль летел на небольшой скорости. Если бы пилоты упали в воду прямо на глазах у экипажей 2 гражданских судов, находившихся в паре сотен метров, их бы точно заметили. Но никто ничего не видел, и тела пилотов так и не нашли. Версия третья. Внутренний конфликт. Некоторые исследователи полагают, что между Коди и Адамсом вспыхнула внезапная ссора. Драка у открытой двери гондолы, где один выбросил другого, а затем, осознав содеянное, прыгнул следом. Но близкие и сослуживцы в один голос утверждали, пилоты были верными друзьями и хладнокровными профессионалами. Никаких мотивов для взаимной ненависти у них не было. После тщательного расследования ВМС США официально объявили лейтенанта Коди и энсина Адамса пропавшими без вести. Через год их признали погибшими. Сам дирижабль Л-8, как ни странно, продолжил службу. Его отремонтировали, и он летал до самого конца войны. А позже его выкупила компания Goodyear, превратив в гражданский экскурсионный борт. Железная машина пережила своих создателей на десятки лет. Но тайна того, что случилось в небе над заливом Сан-Франциско в течение 40 минут между последней радиограммой и потерей управления, навсегда осталась там, на высоте 30 метров над холодными водами Тихого океана. Л-8 вернулся. Лейтенант Коди и энсин Адамс нет. Иногда исчезает не самолет, иногда люди внутри него. Файл 112 остается открытым. Увидимся.